Людмила пришла с работы в пустую квартиру. Она перешагнула через порог и взглянула на гостиную, потом взгляд направила на спальню. Стояла оглушительная тишина. Она слышала собственное тяжелое дыхание, в груди билось сердце в такт с настенными часами. Из квартиры уже выветрился запах ее мужа, который ушел из жизни чуть больше года назад. Внуки больше не ныли, не плакали, деля игрушки между собой. Сноха не закатывала глаза, когда Людмила солила блюдо во второй раз, потому что оно недосолено. Сын не рассказывал свои причудливые истории с работы, как это делал покойный муж. Теперь она осталась одна. Сын работал программистом в крупной компании. Еще 2 года назад он говорил, что хочет перевестись на удаленную работу и переехать с семьей в другую страну. Пару недель назад они переехали в Испанию. Это была сбывшаяся мечта. Она понимала, почему он так сделал. Мир не должен кружиться вокруг одного человека. Он давно об этом мечтал, всегда говорил, что у его детей должен быть широкий кругозор. Он — отец, и это его право. Люда прекрасно это понимала. Она прошла на кухню. Кастрюли и сковородки давно уже не тронутые лежали в кухонном шкафу. Людмила с детства любила картошку в мундире, а поэтому поела вчерашнюю картошку, сваренную в духовке, и запила молоком. Она понимала, что пора прекращать хандрить и браться за дела домашние. Мусорный мешок был переполнен. Она попробовала его поднять, но он уж очень был тяжелым, поэтому она достала другой мусорный мешок и разделила напополам. Сначала вынесла и поставила в подъезд у двери первый мешок, а затем пошла за вторым. Входную дверь оставила открытой. Людмила быстро вернулась за вторым мешком, но за это время откуда-то взялся щенок. Тот вошел в квартиру и нюхал обувь Люды, а когда появился человек, то сразу поднял на него свои большие глазки. Людмила испугалась собаки. От страха первая мысль в голове была такой, что она хотела кинуть в собачку тяжелый мешок с мусором. Она не сразу поняла, что перед ней стоит маленький щенок. Она увидела его грустные глаза, висящие уши и белые лапки. Внезапно Людмила улыбнулась щенку. Собачка посмотрела немного на человека и побежала в гостиную. Людмила двинулась за ней, она понимала, что ее лапки грязные, потом полы надо будет мыть, но почему-то не торопилась ее выгонять. Собачка нюхала диван, кресло, подбежала к шторам и принюхалась к ним, но снова пробегая по ковру. Она вдруг начала кружиться на месте. Наверное, собачонка хочет прилечь, видимо, уставшая. Людмила смотрела на это и не понимала, или злиться, или радоваться новой компании. Щенок был совсем маленьким, размером точно поменьше взрослой кошки. Щенок делал круги какое-то время, а затем сел на ковер и нагадил. «Ой, Господи!» — громко воскликнула она. Люда поторопилась за тряпкой и выводящими средствами. Бросила мешок с мусором в прихожей и зашла в ванную комнату. Из-под ванны достала средство для выведения пятен целых 3 штуки, не зная, какое будет эффективнее. Она подбежала к мокрому месту на ковре, сразу положила туда сухую тряпку, сверху налила средство. Щенок, тем временем, сидел в стороне с виноватым лицом. «Не смотри на меня так!» — говорила Люда. «Ну, вот, а я уже подумывала тебя оставить. Извини, дружок, но тебе придется уйти». Когда она взяла его в руки, чтобы выпроводить за дверь в подъезд, щенок начал скулить, и у Люды сжалось сердце. Она остановилась. Он выглядел спокойным, словно понимал, что натворил нехорошую вещь. Возможно, Люде просто хотелось в это верить. Она занялась уборкой ковра, а заодно убралась в квартире, чего не делала более 2 недель. Затем она вышла в магазин и купила для щенка лоток с наполнителем и немного корма, а также взяла специальный шампунь для щенят. Еды на недельку должно хватить, пока найду для тебя хозяев. Не смогу я тебя тут держать, собачки должны жить на улице, даже такие милые, как ты», — говорила она щенку. Щенок смирно сидел и слушал. Людмила обзвонила всех друзей и родственников, но никому щенок был не нужен.
В тот вечер она отложила это дело и села на диван за просмотром любимого сериала. Щенок подбежал к ней и тоже пытался забраться на диван, но у него не получалось. Он то и дело не допрыгивал и падал на пол. Люда засмеялась и взяла его на руки, тот еще не до конца высох после мытья. Они вместе смотрели сериал. На следующий день Людмила собиралась подавать объявление, что маленький щенок ищет себе дом. Она пришла с работы, но когда открывала входную дверь, вдруг услышала лай собаки. У Люды внутри вдруг стало так тепло и уютно, ведь дома ее кто-то ждет. Она давно уже позабыла это чувство теплоты и уюта в доме. Она зашла в квартиру, а щенок бегал и прыгал вокруг ее ног, как не в себе. Он лаял и опирался на ноги. Люда отложила сумочку и взяла щенка на руки. «Будешь жить у меня?» — спросила Люда у щенка. Тот пискляво гавкнул. «Как же мне тебя назвать? Ты же у нас девочка. Может, жучка?» Щенок молчал, он просто вылупился своими большими глазками. «Не нравится, что ли, это имя? Ладно, тогда будешь Асей». «Ася!» Щенок снова пискляво гавкнул, и Люда заулыбалась. Так и осталась Ася с Людмилой, ведь, ухаживая за собачкой, хозяйка начала чувствовать, что она нужна кому-то. Домой приходишь, а тебе рады и встречают со счастливыми глазами. Как вам история? Понравилась? Ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!